В апокалиптическом мире женщина по имени Джульетта едет по пустынной земле в поисках ресурсов, которые помогут ей выжить. Она вооружается пистолетом, готовая при необходимости применить его против чего угодно и кого угодно. Однажды она решает зайти на заправку в надежде найти там еду, но сбегает, услышав рычание и движение существа на верхнем этаже. В своей машине Джульетта общается со своим другом Гарри, который хочет знать, сумела ли она собрать еду для своей группы. Затем Джульетта говорит ему, что на заправочной станции ничего нет и что она поедет назад на свою базу. Она спешит закончить разговор, так как у нее разряжается батарея. По пути домой Джульетта встречает фургон, где находит тяжело раненого мужчину. Направляя пистолет на незнакомца, Джульетта требует знать, куда делось существо, на что старик отвечает, что ему удалось запереть его внутри фургона. Затем Джульетта узнает от него, что в его машине также есть консервы, и когда она собирается войти внутрь, мужчина просит ее положить конец его страданиям. Он говорит, что не хочет, чтобы его съел монстр, или, как он это называет, жнец, но Джульетта не будет тратить на него пулю. Не обращая на это внимания, Джульетта предлагает ему выбор – или остаться умирать, или же пойти с ней. Потратив уже достаточно времени, Джульетта входит в фургон и сражается со жнецом. Окна разбиваются, машину трясет, но в конце концов Джульетта убивает существо. Измученная Джульетта выходит из фургона и находит мужчину мертвым на земле. Вернувшись на дорогу, Джульетта тихо ведет машину, глядя на свою фотографию с мужчиной. Однако фотографию внезапно уносит ветер, из-за чего Джульетта отвлекается и теряет контроль над своим автомобилем. В результате машина несколько раз переворачивается, прежде чем Джульетта теряет сознание. В воспоминаниях Джульетта в художественной галерее за несколько лет до апокалиптического события. Владелец галереи Джек подошел и попытался флиртовать с Джульеттой, у которой не было настроения. Затем Джульетта призналась, что была там только потому, что на улице шел дождь. Джек посоветовал незаинтересованной Джульетте посмотреть на прекрасные произведения искусства вокруг нее, говоря ей открыть глаза. Вернувшись в настоящее, Джульетта приходит в сознание и чувствует острую боль от открытого перелома в ее ноге. Джульетта также понимает, что потеряла пистолет, увидев его в нескольких футах от себя. Затем Джульетта пытается позвать на помощь по рации. Жнецы более активные ночью, и она должна быстро найти способ достать огнестрельное оружие. Джульетта тянется к пистолету и почти хватает его, но терпит неудачу. В другом воспоминании Джульетта вышла из галереи вместе с Джеком и попался на его шутку о том, что в ее еде есть мясо. Конечно, будучи вегетарианкой, Джульетта тут же выплюнула то, что ела, но не рассердилась, когда поняла, что Джек просто шутит. Затем Джульетта приняла предложение Джека пойти с ним в его квартиру, где она была в шоке, увидев, насколько красиво его место. Они выпили немного спиртного, и пока они разговаривали, Джульетте было тяжело открыться Джеку. Она даже отказалась назвать ему свое имя, когда он спросил, и внезапно настояла на том, чтобы уйти, но после некоторых убеждений она в конце концов назвала ему свое имя, а Джек назвал ей свое. Позже Джек снова увидел Джульетту, которая была с другим мужчиной в баре. Испытывая глубокое любопытство, Джек последовал за Джульеттой и парнем на улицу и увидел, как тот платил Джульетте в обмен на какое-то вещество. Джек наблюдал, как Джульетта отказалась от поцелуя мужчины, и, следуя за ней, он узнал, что она была дилером. Джульетте пришлось выкупать свою квартиру у другого дилера, которому она задолжала, и, оказавшись внутри, Джек обнаружил, насколько бедственной была ситуация Джульетты. Не зная, что делать, Джек попытался завязать беседу, но Джульетту это только раздражало. Он даже пытался предложить Джульетте помощь, но она категорически отказалась и приказала ему уйти. Затем Джеку стало жаль, что он последовал за Джульеттой домой, и когда она вколола себе что-то, он понял, что женщина, которая ему нравилась, зависимая. Разочарованный Джек наконец покинул квартиру Джульетты. В настоящее время Джульетте наконец удается освободить ногу. После этого Джульетта перевязывает рану и чинит рацию, чтобы позвонить Гарри и сообщить ему, что она ранена. Джульетта крайне расстроена тем, что ей никто не отвечает, но когда она слышит, что жнец приближается к ней, она быстро выползает из машины, чтобы забрать пистолет. Джульетта молчит, наблюдая за жнецом, готовая застрелить его, если тот увидит ее. Однако тишину нарушает звонок Гарри, поэтому Джульетта вынуждена выбросить ее радио, чтобы отвлечь существо. Джульетта почти уверена, что ее найдет жнец, но монстр вдруг слышит еще одного жнеца издалека и уходит. Оставшись одна, Джульетта заменяет свои пули новыми. В прошлом избитая Джульетта навестила Джека в его квартире. Джек даже не спросил, что случилось, а просто обработал раны, оставив ее спать в комнате. На следующее утро Джульетта поблагодарила Джека и присоединилась к нему за завтраком. Джек рассказал Джульетте о своем прошлом, сказав, что какое-то время ему было трудно в Америке после смерти его родителей, но он сумел адаптироваться, сказав Джульетте,
что, возможно, она могла бы сделать то же самое. Неуверенная Джульетта спросила Джека, может ли она прогуляться по кварталу, чтобы подышать воздухом. Обиженная Джульетта попыталась уйти, но обнаружила, что лифт не работает. Затем она потребовала, чтобы Джек отпустил ее, но Джек отказался и твердо сказал ей, что она останется с ней, пока она не станет чистой. В ярости Джульетта начала закатывать истерику и ломать вещи Джека, но Джека это не испугало, и он крепко обнял ее, пока она не успокоилась, и в конце концов поцеловал ее. В настоящем Джульетта выбрасывает на улицу светящиеся палочки, чтобы увидеть вокруг жнецов. Когда ничего не происходит, Джульетта медленно идет к рации, осознавая свое окружение. Внезапно Джульетта слышит звук сзади и бросает еще светящиеся палочки в разные стороны, пока не находит жнеца на крыше своей машины. Затем Джульетта стреляет в существо и возвращается к своей машине, где тихо ждет жнец. Затем сзади появляется жнец и дергает оконную крышку, прежде чем дотянуться до Джульетты. Пытаясь вырваться на свободу, Джульетта заводит машину и нажимает на педаль газа, заставляя колеса двигаться и ранить монстра. Джульетта снова ждет жнеца, делая пару выстрелов, когда видит, не подозревая, что он уже внутри машины позади нее. Джульетта стреляет в жнеца, и он убегает, и она пытается починить свое радио своими трясущимися руками. Затем Джульетта пытается выпить немного алкоголя, чтобы успокоить нервы, но понимает, что ее фляжка пустая. В другом воспоминании Джек и Джульетта переезжают в свой новый дом. Джульетта была рада быть с Джеком, но в то же время нервничала из-за перемен в их жизни. Поэтому Джек нежно коснулся ее лица, чтобы заставить ее улыбнуться. Затем Джек показал ей комнату, которая будет у их будущего ребенка. Но Джульетта не была уверена, что она будет хорошей матерью и сделает их сына или дочь счастливыми. Однако Джека это не беспокоило, поскольку он верил в самое главное, что они должны были попытаться. Прежде чем осмотреть другие части дома, Джек попросил Джульетту сказать, что любит его, и хотя она не сказала этого прямо, он наверняка это почувствовал. Позже Джульетта неохотно сообщила Джеку, что беременна, что привело мужчину в восторг. К сожалению, Джульетта родила мертворожденного ребенка, и паре пришлось терпеть боль, заходя домой в пустую детскую. Вернувшись в удручающую реальность, Джульетте наконец удается починить радио и связаться с Гарри и поделиться с ним своей ситуацией и местонахождением. Однако Джульетта и Гарри не совсем понимают друг друга из-за плохого сигнала, и Джульетта слышит только его разговор о радиомаяке. После их разговора Джульетта берет маяк и изо всех сил старается следовать инструкциям. Когда маяк наконец срабатывает, Джульетта начинает баррикадировать окна только для того, чтобы понять, что жнец ждет ее снаружи. Существо пытается проникнуть в машину, а Джульетта прижимается ногой к окну. Затем Джульетта закрепляет крышку и готовится стрелять, в то время как существо неоднократно врезается в ее автомобиль с разных сторон. Внезапно Джульетте звонит Гарри, и она сообщает, что на нее напал жнец, поэтому он просит ее использовать для этого фонарик. Гарри уверен, что жнец уйдет, поскольку они ненавидят яркий свет, но Джульетта говорит ему, что фонарик сломан. Теперь, когда Гарри и его компания собираются спасти Джульетту, ей нужно лишь немного подождать. Но существо далеко не отказывается от попыток добраться до Джульетты и ломает ветровое стекло. Теперь Джульетта включает фары и, наконец, прогоняет монстра. Затем Джульетта звонит Гарри, когда жнец уходит, и спрашивает, когда они прибудут, но мужчина извиняющимся тоном говорит ей, что ее не спасут до восхода солнца. Раньше Джек ругал Джульетту за то, что она всегда убегала. Ему так надоело беспокоиться о ней каждый раз, когда она пропадала, но Джульетта не слушала Джека. Затем она попросила Джека признаться ей, что он винит ее в потере их ребенка, но он сказал, что это неправда. Джульетта также рассказала Джеку, что он подтолкнул ее к рождению ребенка, хотя она и не хотела, но Джек даже не стал с ней спорить по этому поводу. Устав от этого, Джек вышел из машины и намеревался поехать на метро, наконец признавшись Джульетте в том, что из-за того, что раньше она была зависимой, скорее всего, умер их ребенок. Джек также разорвал их отношения, прежде чем уйти, и когда Джульетта плакала, она кричала, что он ей не нужен. Несколько часов спустя, выпив несколько напитков в баре, Джульетта узнала из новостей, что на станции метро произошел теракт, в результате которого погибло более 30 человек. Затем она ответила на звонок, который игнорировала в ужасе, узнав, что Джек был среди тех, кто пострадал. Вернувшись в настоящее, Джульетта слышит проезжающую мимо машину и сигналит. Затем мотоцикл останавливается, и мужчина, который приближается к ней, обещает, что поможет ей. К сожалению, этот мужчина – каннибал, который полон решимости убить Джульетту. И когда он пытается нанести ей удар, появляется жнец и нападает на каннибала. Затем жнец безжалостно раздавливает череп каннибала, заставляя его друзей спешно уйти. Наблюдая за тем, как жнец поедает каннибала, Джульетта проверяет количество пуль, которые она выпустила.
медленно поднося пистолет под подбородок. Когда Джульетта размышляет о самоубийстве, она внезапно вспоминает, как Джек смотрел на нее в больнице в ночь нападения в метро. Его гортань и трахея были обожжены из-за газа, использованного при нападении, в результате чего он не в состоянии говорить. Когда Джульетта вошла в комнату Джека, она сразу же извинилась перед ним за случившееся, и Джек мог только коснуться толстого пластика, разделяющего их. Используя доску и маркер, Джек сказал Джульетте, что любит ее, попросил ее никогда не сдаваться. И, подумав об этом, Джульетта внезапно опускает пистолет. Решив выжить, Джульетта достает из машины сигнальную ракету и 2 канистры с топливом, обливая бензином. Затем она зажигает сигнальную ракету и машет ею, чтобы выманить жнеца, и когда это происходит, она ведет его к контейнеру, который заранее приготовила. Когда существо стоит на пропитанной топливом земле, Джульетта стреляет в него, чтобы убить, но существо выживает и убегает. Снова оказавшись в опасности, Джульетта сохраняет бдительность и ищет жнеца, не подозревая, что это позади нее. Затем жнец хватает Джульетту и заставляет ее уронить пистолет. Поэтому она быстро ползет обратно в машину. Однако существо хватает ее за ногу и пытается вытащить, из-за чего рана начинает кровоточить. Затем Джульетта продолжает сопротивляться, но жнец вытаскивает ее из машины и бросает ее на землю. Когда существо приближается к ней, Джульетта использует пистолет, который ей удалось подобрать, и дважды стреляет в жнеца и плачет, когда понимает, что это конец. Пока Джульетта смотрит на звезды, горькие воспоминания о кончине Джека внезапно наполняют ее разум. Когда наконец встает солнце, существо внезапно движется и ползет к Джульетте, но она не может выстрелить, так как у нее не осталось пуль. Джульетта поспешно перезаряжает пистолет, боясь, что может умереть в любую минуту. Теперь, когда жнец находится над ней, Джульетта может только оставаться на месте, пока он нежно касается ее лица, заставляя ее понять, что это Джек. Затем Джульетта вспоминает день, когда она встретила Джека, когда мужчина сказал ей, что верит в судьбу и что у Вселенной есть способ объединять людей. Будучи человеком скептически настроенным, Джульетта спросила Джека, что бы он сделал, если бы она бросила его в этот момент, поэтому в качестве грандиозного романтического жеста Джек закрыл галерею и решил пойти с ней домой. Возвращаясь в настоящее, Джульетта плачет, наконец, говоря Джеку, что любит его. Затем Джульетта обнимает Джека, прислоняя свою голову к его, и теперь, когда она наконец нашла дорогу обратно к нему, она решает, что вместе они должны отправиться в загробный мир.